предыдущем ролике я говорила о минусах знания нескольких языков, а сегодня хочу поделиться плюсами. Но не темы, о которых давно все слышали, вроде лучше память или больше возможностей в карьере. Речь пойдет о плюсах, которые касаются больше внутреннего состояния, восприятия себя и мира, то есть о психологической стороне изучения языков. Номер один. Гибкость мышления и толерантность к неопределенности. Пожалуй, это самый очевидный плюс. Изучение языков учит принимать неопределенность и не бояться ошибок. Чтобы дойти до уровня понимания языка, нужно провести немало времени в состоянии дискомфорта, когда почти ничего не понятно. То же самое касается ошибок. Перфекционизм потихоньку уходит на второй план. Также я заметила, что развивается смекалка, потому что поиск способов выйти из новых языковых ситуаций как будто тренирует креативное мышление. Все это в итоге приводит к большей терпимости к неопределенности и умению рассматривать проблему с разных точек зрения. Номер два. Снижение тревожности. Иногда изучение нового языка ощущается как ментальный отдых. Погружение в другую языковую среду мне лично помогает переключиться от каких-то негативных мыслей, беспокойствия или зацикленности на негативных сценариях. Появляется ощущение контроля, особенно в таких ситуациях, когда в реальности этого контроля нет. Кроме того, я заметила, что механическое повторение структур или грамматических конструкций может иногда работать почти как медитация. Это способ такого эмоционального отвлечения и успокоения. Номер три. Расширенное восприятие культур и моделей поведения. Знание нескольких языков иногда помогает лучше понять, почему люди себя ведут определенным образом. Я думаю, что здесь прекрасно подходит пример того, как по-разному выражается вежливость в русском и в английском языке. Русская вежливость более прямая, и в природе русского языка она чувствуется абсолютно натурально. В русскоязычной культуре также не так часто используется small talk. Люди чаще сразу переходят к делу. Понимание таких нюансов помогает адаптироваться в общении с людьми из разных культур, а также развивает эмпатию и улучшает навыки межкультурной коммуникации. Номер 4. Повышенная метакогнитивность или осознанность мышления. С каждым новым языком я все больше осознаю, как именно я думаю. Я начинаю замечать внутренние процессы, как у меня формулируется мысль, как я подбираю слова. Это иногда помогает ловить себя на мысли, замечать когнитивные искажения и даже в каких-то случаях успевать перестраивать свое мышление. Изучая иностранные языки, мы расширяем словарный запас для описания внутренних процессов, а также и внешнего мира. Например, в русском есть два слова для английского now — сейчас и теперь. И эти оттенки значений становятся частью моего восприятия. В сербском этого нет. Так же, как у нас нет разницы между кеды и кроссовки. Пока, например, в сербском языке слово «боль» может быть и мужского, и женского рода, в зависимости от того, мы описываем эмоциональную боль или физическую. В испанском есть два глагола «быть», в английском есть два глагола «убеждать», в зависимости от контекста. Это только несколько примеров, а таких сотни. Все это, если впустить в свое восприятие, действительно способствует его расширению и развитию осознанности. Номер 5. Психологическая устойчивость и сила воли. В мире, где все хочется здесь и сейчас, изучение языков напоминает, что настоящие цели требуют времени, усилий и постоянства. Это формирует терпение, дисциплину и способность преодолевать фрустрации. Эти навыки потом легко переносятся и на другие сферы жизни, такие как профессиональные, личные, творческие и тому подобное. Номер 6. Ощущение более полного понимания действительности. Конечно, ни один человек не может охватить всю сложность этого мира, но с каждым новым языком расширяется и количество источников информации. Иногда одна и та же новость, прочитанная на разных языках, подается под разными углами. И иногда ты начинаешь замечать, что каждая сторона использует формулировки таким способом, чтобы привлечь читателя на свою сторону. Понимание этих различий дает ощущение глубины, улучшает навыки критического мышления и даже дает такое ощущение защищенности, потому что ты понимаешь, что меньше зависишь от одной официальной картины мира. В итоге могу сказать, что плюсы знания разных языков — это не только про какие-то внешние проявления, про которые все мы уже так или иначе много раз слышали. Это еще и про внутренние трансформации, как мы думаем, как чувствуем, как смотрим на себя и на других. Языки открывают нам не только мир, но и нас самых, и иногда это бывает с самых неожиданных сторон.